Опа. Итак, народ, всем привет. Загнали тренажку сейчас. Будем скидывать коробку, будем менять краб. Все это дело купили. Коробку будем скидывать из-за того, что у нас, как слышно, сейчас покажу. Так, как сказать, наверное, слышно покажу, как у нас будет коробка, какой у нас шорох, имейте в виду. Потом сравним разницу. Вот, один подшипник стоит 350 рублей. Есть у меня еще два таких же подшипника, открытые. Вот этот у нас убитый, заклинивший, ну почти. Вот это у нас не гудевший. Вот эти два будем менять. Вот эти два будем менять. Попробуем сейчас, не снимая коробку, если получится. Если не получится, будем снимать коробку. Сейчас я, короче, заведу. Вы услышите, как у нас гудит вот эта вся хреновина. Вот. Поэтому сейчас вот так. Если на видео, конечно, будет слышно, сейчас вот прям слышно, как там гудят подшипники. Вот. Вот, если слышно, короче, вот это гул от двух подшипников пятой передачи, которые вот находятся, вот у нас коробка находится под пятой передачей. Вот. Машина эти плавают немножко обороты. Это, наверное, подсос воздуха где-то. Ладно, короче, сейчас скидываем колеса, все эти моменты. Краб как раз меняем. Краб купил вот. Краб стоит 150 рублей. Вот новый краб. Бардак надо прибраться. Вот 150 рублей краб вот такой стоит, самый дешевый. Есть за 300 рублей, есть за 400, есть за 500 даже краб. Но это нахуй надо нам на продажу машины. Короче, все, приступаю, сейчас разбираю сверху, снизу, все, короче, потом поднимаю, потом включаюсь. Все, пока. Так, народ, как видим, коробка снята. Вот такие вот дела. Пацаны, я хуй знает, стоит ли объяснять вам, как снимать коробку. Это, блядь, ежу понятно, там, блядь, болты откручиваете и все снимается. Вот, сейчас коробка у нас снята. Вот. Хочу сказать, чтобы если вы снимаете коробку, снимите, ну, чтобы удобнее было, если у вас все откручивается, снимите вот эту вот саблю, снимите вот эту подушку, чтобы когда вытаскиваете, шатать, эта фигня не упиралась в лонжерон, не мешала вам. Вот, успел уже закатываться опять, сука, вот так. Ебаный в рот, заебала, блядь, вся рука нах этой. Вот, уже откручиваю, короче, болты на 13, вот крышку. Если получится, просто поменяем на месте. Если не получится, будем полностью откручивать, скидывать вот эту херню. И будем разбирать. Ну, разбираем коробку и меняем вот эти два подшипника. Открутил крышку, чтобы поменять вот эти два подшипника. Вам надо будет открутить вот эти две гайки, которые, блядь, очень неудобно одному откручивать. Ключом на 30 или 30, по-моему, 32. Да. Вот. Попробую, надо будет зафиксировать коробку в одном положении, чтобы она не шаталась. И откручивайте, чтобы открутить, надо будет вот сюда подставлять в одну сторону. И чтобы другую открутить, вот сюда надо будет поставлять, закусывать, чтобы она не крутилась. И надо оставить на скорости на какой-то, я не помню, блядь. Ну, просто оставлять на скорости на какой-то, чтобы вот эти два подшипника вместе крутились. По-моему, даже на скорости. Откручиваете вот этот болт. Вот я уже открутил. Потом потихоньку снимаете вот этот вот, как его, синхрон, муфту, переключение точнее. Вот эту муфту снимаете, чтобы она не рассыпалась, аккуратно вместе с вилкой. Можно даже вот между вот этих вот засунуть, быть аккуратненько, чтобы со втулки вылетело. Потом снимаете втулку. Ну и сейчас я покажу все. Короче, я разобрал коробку. Вот. Нашел, короче, две причины, почему коробка гудит. И была еще такая причина, что рычаг передач, выбора передач у нас чуть-чуть болтался. Я так и думал, что она сломана. Она, оказывается, сломана. Сейчас я вам покажу эти две причины. Подшипники, не знаю, сейчас еще даже не проверял, будем проверять.
Вот. Дело может быть даже не в подшипниках было. Сейчас я вам покажу. Вот это, ну, разобранная. Вот это вторая, как бы, ну, первая. Вот. Видите, вот эта херня болтается. Болтается из-за того, что пружинка вот тут сломана. Вот видите. Вот. И там, ну, скорее всего, обычно ломает вот эту. Но почему-то сломал вот эту. Вот. Если оба сломают, там вообще пиздец полный творится. Вот. Видите, сейчас поменяю. У меня есть новая пружинка. Я покупал. Вот. И вторая причина, как вы думаете, вот эти, что такое? Это игольчатый 5 подшипник. То, что от него осталось, точнее, пятой передачи. Вот она. Вот. Вот у нас пятая передача. Так. Вот. Сейчас там уже стоит от коробки от ФАЗ-2112 вот такая вот втулка. Вот. Она туда прям как раз встает. За место него был игольчатый подшипник. Вот. Вставляется вот такая вот втулка. И поверх еще одевается игольчатый подшипник. Вот он рассыпался. Вот, по-моему, где-то там кругляшок от этой херни валялся. А вот то, что осталось от игольчатого подшипника. Скорее всего, после пожара, вот та сторона, которая горела, как раз коробка у нас оказалась. Весь огонь попал сюда. И расслабило у нас, точнее, у нас вот эта пластмасска у нас треснула или там расплавилась немножко. Как я завел, не было никаких звуков. Как только начал трогаться, сразу хоп, загудело. Вот, я так думаю, он сразу рассыпался вот этот. Вот, и все, что осталось вот от этого. За место игольчатого подшипника я поставлю, еще раз повторюсь, вот такое. Все подшипники остаются родными. Ой, точнее, шестеренки. Все родное остается. Вот у нас от 16 клапанов. Ну, разницы, по-моему, никакой нету. Вот, можно и эти поставить, эти без разницы. У меня есть вот целая коробка, но там тоже что-то там она подхрустывает. Скорее всего, там 100% там подшипники, потому что там нет, по-моему, тоже игольчатые подшипники. Ну, я не помню. Вот у нас еще одна коробка. Вот, запчастей, короче, дохуя. Сейчас соберем из трех коробок, точнее, блядь, одно. Ну, возьмем доноров, там, всяких вот подшипников. Ну, один подшипник, скорее всего, новый поставим. Еще один момент. Заметил, что у нас вот треснуто на подшипнике вот этот, как его, держатель самой вот этой. Вот, когда я его кручу, закусывает еще немножко. Сейчас выберем одно из двух. Более-менее. Вот это, скорее всего, оставим. И новый поставим. Не знаю, может быть, даже поставим... Где у нас эти подшипники? Куда-то я положил. Вот эти подшипники. Вот. Вот это более-менее у нас крутится. Без закуса, без нихуя. Вот это у нас уже, по-моему, мертвый. Если расшатать его, он будет крутиться. Как бы можно его поставить, он будет ездить, но будет гул опять. Ну все, короче, сейчас я прикину, что куда буду ставить. Могу сказать, что вот эта заводская прокладка, коробка ни разу не вскрывалась. Вот. Но у нас пятая передача на герметике. На герметике это уже не завод. Поэтому я разбирал такую коробку на какой-то четырке, помню. Вот. Тоже в том году. Вот, редко попадаются, но все равно же попадаются такие коробки, которые не разбирались ни разу. Ну все, короче, вот сейчас поменяю вот там пружинку. Соберу вот эту всю пятую передачу, соберу на герметик, соберу, потом уже включусь. В итоге поменял пока новый, вот поставил новую пружинку, которая у меня была. Вот, сейчас покажу наглядно, что вот эта херня уже все, не болтается. Вот, видите, отпружинивает. Это получается у нас рычаг будет возвращаться, и поиск передач будет лучше, легче, чем обычно. Вот, у нас выскочила еще вот эта вот херня. Надо посадить средний вал. Вот эти два вала надо вытащить и посадить еще на место. Вот. Так, продолжаю. Сейчас буду заниматься. Ну как уже, герметиком намажу, все, эту фигню засажу. Ну и все, там в коробке. Как разбирать шестеренки, у меня есть видео. Там поэтапно все разбирается, есть там на канале. Вот эту фигню, чтобы поменять пружинку, откручиваете вот это. Вот эти две шпонки вот снимаете с двух сторон. Сначала вот эти две как бы шпонки. Вытаскиваете вот этот вал. Это будет болтаться уже. А потом с помощью
ключа на 13 откручивается. Вот это подбивайте и отверткой вот тут, вот за эту херню прокручиваете в одном каком-то положении, она выходит, и как бы меняете пружину, засовываете, как бы ничего сложного. Вот, сейчас соберу, просто на герметик посажу, соберу, вот и все как бы. Дальше сейчас буду еще разбираться, какой подшипник у нас хуёвый, потом уже когда уже соберем, воткнемся, потом уже, когда пятую передачу будем собирать, я вам скажу, какая из них хуёвая, какая из них хорошая. Короче, сейчас... Так, сейчас будем замазал герметиком, вот черным. Вот, сейчас будем одевать коробку. Как коробку? Вот это вот. Без подшипников пока что. Потому что подшипники я буду сверху забивать. Вот. Сажаю без подшипника, чтобы сразу село. И сейчас просто затягиваем. Так, в пару местах затяжку дадим, чтобы у нас герметик не сильно уж прижался сразу. Чтобы подсохло немножко, пока мы дособираем пятую передачу. И как соберем пятую передачу, уже затянем все быстренько. Затянуть недолго, поэтому так, грайверки тоже все не забываем, ставим везде. Вот сейчас крест-накрест чуть-чуть полную натяжку дам. Так, герметик сразу, чтобы не выдавить, хотя минут 15 чтобы постоял, подсох. Пока дадим, все гайки закрутим, чтобы не проебаться потом. Все гайки уже разбросал, ебаный вот. По всей хате. Так, вот.
Так, итак, короче, вот новый подшипник у нас есть. Его ставим за место того, который треснул. Сейчас вот это колесо только поменяем. Надо ножом ковырнуть. Вот этот, короче, который стоял, вот новый подшипник. Вот он сюда встанет новый. Вот эту херню только ковырнем. По руке, блядь. Вот это кольцо. Вот. Снимаем. Вот, сняли. Это, по-моему, загудевший какой-то подшипник. Одеваем сюда. Вот. Этот подшипник пойдет сюда, который у нас гудевший. Так. Так, народ, вот треснувший, который вот с трещиной. А этот оставляем, потому что он нормальный еще, не гудит. Все на свое место, как бы, где стоял. Все просто забиваю, вот, забивать не надо по этим, а надо по внутренней обойме, чтобы не шатался ничего. А там уже она просто встает без каких-либо проблем. Ну вот, потом собираю пятую передачу с помощью вот этой втулки, которая развалилась. Вот он сюда будет надеваться. Вот так. Вот, и на этом соберу коробку, закрою крышку, потом уже засниму. Потом уже будем ставить, короче. Короче, народ, блядь. Начинается ебатория, хули. Фу, блядь, я уже устал, нахуй. Сейчас будем закидывать коробку. Вот. Видно, что-то, блядь, цеплением или что-то не то. Загнутые лепестки. Вот, да и похуй, на продажную машину пойдет. Если рассыпется, у нас есть сцепление. Сейчас буду один, блядь, закидывать коробку, сука. В этих ебучих условиях. Блядь. Да хуя раз уже закинул, как бы. Поэтому нихуя страшного. Сейчас пиздец начнется. Мат, перемат. Оп, оп, оп. Вот такая вот хуйня. Вдвоем закидывать, конечно, легче. Вроде попал. Фух. Вроде попал, короче. Сейчас. Что-то нам не дает, короче, воткнуть. Что-то не дает воткнуть. Вот, короче, воткнул.
Вот, все, пацаны, короче, коробка сидит. One Love. Один, блядь, закинул. Это самое быстрое закидывание. Из-за того, что, блядь, вот эта хуйня, рычаг, вот этот ебучий, блядь, я снял. Пространство есть, куда подвинуться. Вот, поэтому все закинулось, все заебись. Сейчас нам остается только собрать. Вот. Сейчас на один болт наживлю и как бы собираем дальше. Так, трещотка. Ну чё, короче, народ, закинул коробку, закинул один болт, сейчас дособеру, поменяем краб сразу один. Вот, а в тот раз я забыл, просто поленился, блядь, затянуть подушку, вот эту вот. И на кочках у меня был такой звук, как будто, блядь, жестянка, короче, хуярит, как будто крыло откручено и бьет. Вот, а оказывается, вот это я забыл, просто вспомнил сейчас, когда уже коробку снимал. Вот, телевизор, морда вообще вся своя, вся живая, никаких битых элементов по морде не было. Ну все, короче, сейчас собираю, потом уже включусь, когда уже будем заводить, скорее всего. Вот, поменять надо еще одну стойку, потому что это та стойка, которая после пожара, она тоже вытекла, хотя новая. Одну уже, как вы видели, тоже хана полный. Поэтому продолжаем дальше. Ну вот, короче, хочу показать, как должна работать. Вот, из-за этой пружинки. Вот. Все четко должно быть. А когда вот так болтается сильно, это значит, у вас вот та пружинка у вас сломана. Ну что, пока коробка у меня стоит, ну там хуйня осталась. Снизу все готово уже. Гранату воткнул. Вот, поменял стойку. Оставила вот эта стойка, которая убитая, видите, протекшая. И плюс проблема у нас была, я как-то собрал, выехал там через какое-то время, у него вот эта шпонка, его задавило внутрь, ну от вибрации или от чего-то там, вот, поэтому она, короче, ну прокрутила шкив, машина перестала заводиться. Вот сейчас ослабил шкив, вот этот шкив снял шестеренку, отбил обратно вот это назад. Я уже вот сейчас смотрел, она была смещенная, я смотрю, ну у меня машина начала троить почему-то, ну плохо заводиться, плохо работать. Оказалось, вот это на миллиметра 3 уже вот так закусило и сместилось, поэтому я сейчас этим делом занялся. Вот, поменял стойку сразу же. Так, вот поменял тормозные колодки. Колодкам тоже хана, вот, как на бумере было, блядь. Такая вот хуйня. Ну, тут осталось сейчас ГРМ поставить. Тут по мелочи подсоединить, масло залить, и все, как бы сейчас масло залью и продолжу там, пока будет вытекать, затекать туда. Вот, осталось один болт на стартер, сюда болт и 2 болта от коробки поставить по мелочи, там всякую фигню. И все, заводить, посмотрим, помогло ли вот замена вот этой втулки. Потому что у нас рассыпалась вот эта вот шлепенье, игрушечный подшипник. Короче, осталось закрутить сейчас колесо, одну гранату, поставить там аккумулятор и ДМРВ. И все, короче, будем заводить, проверять, как это вообще, блядь, собрал. Ну, вообще полезно, не полезно, хуй знает. Ну, как я показал, рычаг уже полезно, а, блядь, то, что шестеренку поменяли, то, что у нас рассыпался и поменяли подшипник, поможет или не поможет. Все, услышим через 10 минут. Вырубаемся.